Они думали, что это просто огромный раненый гризли, тихий и странно неподвижный. Двое туристов заметили его лежащего у ручья, черная шерсть промокшая, дыхание поверхностное. Он не зарычал, не убежал, он просто смотрел. Когда прибыла спасательная команда, ветеринар наклонился, чтобы осмотреть медведя, но то, что он обнаружил под его огромной грудью, побледнело его лицо. То, что находилось в нем, или скорее под ним, потрясло всех, потому что это не просто история о животном, страдающем от боли, это история о защите жертве, о связи настолько мощной, что она разбивает сердце. Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, поставить лайк к этому видео и включить уведомления, чтобы мы могли продолжать рассказывать вам реальные истории, такие как эта, доказывающие, насколько глубоко может быть любовь даже в дикой природе. Тропа была едва заметной. Одна из тех забытых дорожек у южного края национального парка Глейшер, где туристы редко появляются, и только местные осмеливаются ходить здесь после октября. Но Лиам и Кейси были необычными туристами. Они были волонтерами по защите дикой природы, обучены наблюдать за передвижением через удаленные фотоловушки и время от времени сообщать о признаках браконьерства. Они были на полпути своего уик-энд-маршрута, когда увидели его. Сначала они подумали, что это тень под деревьями, но, подойдя к повороту реки, заметили, что фигура не шевелится. Это была огромный медведь, шерсть черная как смоль, промокшая насквозь, определенно самец гризли, лежащий на боку с дрожащей лапой в снегу. Кейси инстинктивно схватила Лиама за рукав. «Не двигайся», — шепнула она, но медведь не пошевелился. Его дыхание было едва слышным, без рычания, без движения, лишь тихое поднимание груди. Лиам достал бинокль. Что-то с ним не так. Они ждали, переговаривались шепотом, затем медленно отступили и сообщили по рации. До рации рейнджеров было почти 2 часа ходьбы, и свет быстро угасал. Они отметили место и поспешили обратно. Команда спасателей прибыла уже после наступления темноты, 2 рейнджеров и полевой ветеринар, доктор Хейли Мэндис. Она видела раненых медведей от выстрелов ловушек, инфекций, но что-то в его положении, прижатого к земле и словно защищающего нечто, заставило ее замедлиться. Она осторожно подошла с готовым транквилизатором. Медведь не сопротивлялся ни на миг, он только застонал и замер. То, что произошло дальше, никто не ожидал. Как только успокоение подействовало, а команда с фонарями и носилками подошла ближе, доктор Мэндис опустилась на дно колена, чтобы осмотреть живот. И тут она увидела кровь не медвежью, а что-то под ним. Она приподняла одну громадную переднюю лапу и ахнула. Под животом, прижавшись к нему, собрались детеныши, крохотные, еще живые, дрожащие и мерзнущие. Их было 2. Никто не проронил ни слова долгое время. Лес с ветром и снегом вдруг будто замер. Доктор Мэндис смотрела на маленькие тела, прижатые под огромным медведем. Один детеныш почти не двигался, лишь слегка дрожал, дышал поверхностно, его внешне не было видно ранений, он был просто холоден, слаб, спрятан. И вдруг он издал мягкий душераздирающий звук, словно вся его стеснительность сломалась в тот момент. Второй детеныш еще меньше, прижат к груди мамы, то есть папы, покрыт грязью и мхом, без сил, почти не реагирующий. Доктор Мэндис осторожно взяла первого на руки, пока рейнджер поднял переднюю лапу. Большой самец оставался неподвижным, его дыхание было спокойным, но слабо выраженным седативное вещество держало его в покое. «Он защищал их», — прошептала она. Лиам подошел ближе. «Ты думаешь, это его дети?» «Я не уверен», — сказала доктор Мэндис. «Самцы гризли обычно не поступают так. Они не защищают детенышей вот так. Но он сделал это. Им потребовалось еще минут 10, чтобы полностью оценить ситуацию. Детеныши были недокормлены с гипотермией, вероятно, без еды больше суток, но они были живы. И это было чудом.
Сам медведь был в гораздо худшем состоянии, старше, чем казался, с глубокими царапинами на боку, трещины на лапы, следы борьбы. Но самым необычным было то, как он уложился, свернувшись в защитный щит над ними, создавая вокруг них тепло. Это стоило ему дорого. Детеныши осторожно поместили в теплый контейнер, затем подготовили носилки для взрослого медведя. Когда фургон тронулся в лесу под светом фар и падающим снегом, Лиам молча наблюдал, как стоп-сигналы исчезли среди деревьев. Он не сказал вслух, но знал, что видел. Этот медведь не наткнулся на детеныша случайно. Он сознательно выбрал остаться, выбрать защиту, выдержать. В центре дикой природы ночь обернулась тихим водоворотом забот. Ветеринары согревали растворы, помощники сушили детенышей полотенцами и грелками. Один из них начал сосать из шприца, другой, меньший, оставался неподвижным. Доктор Мендис наклонилась к «давай, малыш, еще чуть-чуть». Старший детеныш смотрел в ту комнату, куда увезли большого медведя, его носик дрожал, тело оставалось в позе страха, но глаза не были дикими, они ждали, словно знали, куда они принадлежат. Центр был тихим, лишь гудели аппараты, и слышалось ровное дыхание животных. Старший малыш, завернутый в одеяло и под лампой, наконец принял смесь, его лапы слегка подергивались во сне. Меньший по-прежнему оставался вялым, тело свернуто, будто он пытался исчезнуть. Доктор Мендис сидела возле его вольера, нежно водила пальцами по спинке, шепча слово, предназначенное именно для разбитого сердца. В соседней комнате взрослый медведь все еще лежал без сознания на усиленном столе под теплыми лампами. Его дыхание было поверхностным, рамки на боку зашиты, но лапа казалась в худшем состоянии, глубокий перелом, вероятно, вызванный сильным ударом, возможно, во время драки. Что никто не мог объяснить, так это почему этот медведь сделал то, что сделал, ведь взрослый самец обычно так не поступает. Никогда. На следующее утро Лиам вернулся с Кейси и биологом по имени Джордан, специалистом по изучению родословных гризли в этом регионе. Он отслеживал медведей по GPS и фотоловушкам уже более 3 лет. Когда он увидел медведя в центре, побледнел. «Я его помню», — сказал тихо Джордан. Он открыл ноутбук, папку «Сектор Б» и показал кадры с фотоловушки прошедшего лета. Тот же медведь с характерными шрамами на морде и узором на плечах, всегда один. Мы помечали его 4 года назад. Местные называли его Брамбл. Его самка погибла в оползне. После этого он стал затворником, никогда не агрессивным, просто блуждал один. Доктор Мендис нахмурилась. «Значит, у него была пара». Джордан кивнул. «И она была с детенышами, когда умерла». Кейси наклонилась. «Ты думаешь, это ее детеныши?» «Я бы поставила все на это». Они молча смотрели на медведя за стеклом. Брамбл, этот одинокий гигант, последние годы заблуждал по долинам и хребтам, а теперь появился с 2 голодающими детенышами, спрятанными под ним. Он нашел их не случайно. Он искал их. И когда нашел их маленькими, холодными и слишком слабыми, чтобы выжить, он сделал то, чего никто не ожидал, стал их убежищем, даже если это сломало его, даже если это стоило ему всего. Той же ночью меньший детеныш двинулся впервые, не заплакал, не заскулил, просто поднял голову и повернулся к стеклу, его отделявшему его от другого вольера. Брамбл по-прежнему был бессознателен, но связь жила, и ожидание только начиналось. Когда Брамбл впервые открыл глаза, он попытался встать не по привычке, а от страха, от неотложности. Его громадные лапы дрожали, когти слегка скребли пол, словно он забыл, где находится, и думал, что все еще в лесу, защищая что-то под собой. Доктор Мендис поспешила в комнату восстановления, подняв руки в знак спокойствия. «Тихо, мальчик. Ты в безопасности». Но Брамбл не смотрел на нее. Он смотрел на стеклянную стену, туда, где были детеныши. Одной из наблюдавших техников Ава шепнула:
Он не пытается выйти, он ищет их. Большой медведь как-то ослаб, глаза расширились, он всматривался в углы комнаты, лапа дрожала. Он издал звук, не рычание и не рев, а что-то низкое, тяжелое, почти похоже на кашель. Но это было насквозь пронизано болью, из-за которой все замерли. Доктор Мэндис наклонилась к стеклу. Он зовет их. Старший детеныш услышал первым, он медленно поднялся из одеяла и пошатнулся, чтобы дотянуться лапами до стекла. Меньший последовал немного позже, все еще слабый, но живой, пробужденный и тянущийся к звуку. Политика центра запрещала прямой контакт между детенышами и взрослыми самцами, если только это не часть программы реабилитации, но это было необычное поведение дикой природы. Это было нечто иное. К полудню решили подготовить супервизируемый вольер большой естественной среды за центром, с камерами, бревнами, снегом и доступом к теплому убежищу. Никто не знал, сколько еще проживет Брамбл, его легкие были слабы, тела постепенно сдавались, но он жил ради этих детенышей, а они начинали жить ради него. В тот вечер под мягкими облаками и падающим снегом Брамбл был осторожно размещен во внешнем вольере. Он поднялся, шатаясь, величественный, обнюхал воздух, затем повернулся, когда двери закрылись. Детеныши выскочили, сначала боясь, они посмотрели на небо, затем увидели его, старший побежал, меньше натяжа побрел, но последовал. Когда они достигли Брамбла, страха не было, они рухнули к нему. А он свернулся вокруг них, как в лесу, его большая лапа обвила оба маленьких тела. В первый раз за дни Брамбл закрыл глаза не от боли, а от мира. В комнате наблюдения никто не говорил, даже Кейси, обычно суровая, вытирала слезы в перчатке, Лиам тихо выдыхал. Он ждал все это время. Дейр Мэндис лишь кивнула, голос едва слышный. Теперь он может обрести покой. Мир длился менее 3 дней. Брамбл и детеныши оставались в наружном вольере, тихий уголок за центром. Детеныши играли больше, становились сильнее, поднимались на бревна. Брамбл никогда не отходил далеко, лежал у каменной стены. Голова поднята лишь, чтобы наблюдать, как они дышат, как живут, словно каждую секунду он думал, что никогда этого не увидит. Но на 4-е утро его дыхание изменилось. Доктор Мэндис услышала первым через камеру наблюдения хрип, нерегулярный слишком долгими паузами. Она выбежала в мороз по снегу и нашла Брамбла, лежащего на боку, затрудненно дышащего, глаза открыты, усталые, стеклянные. В полдень он уже не мог встать, жизненные показатели были непостоянны. Анализы крови показали почечную недостаточность, стрессовую травму, возможно, внутреннюю инфекцию от старых ран. Что они могли, почистили и прошили, но что-то более глубокое рушилось. Джордан ходил по коридору. Он держался ради них теперь, когда они в безопасности, тело сдается. Доктор Мэндис кивнула. Это не только физика, это инстинкт, любовь возможна. Они часами обсуждали усадить его под седатив, начать агрессивное лечение, продлить неизбежное или оставить его там, где детеныши все еще находят в нем тепло и знакомство. Затем пришел звонок от Государственной комиссии по дикой природе. Детеныши были достаточно здоровы, чтобы отправиться в одобренный приют, где ими займутся, пока они не окрепнут и не будут готовы к контролируемому выпуску. Фургон должен был выйти на рассвете. Это была их последняя ночь вместе. Доктор Мэндис не задумалась, она медленно вошла в вольер и села в нескольких футах от троицы. Брамбл приподнял голову Идва. Она посмотрела словно на солдата, хранителя, отца. «Ты сделал это», — прошептала она. «Кумадейт-тыкит-ты, они в безопасности». Детеныши ворочались во сне под его животом, старший прижался под его лапу, младший, теперь крепче, поднял сонные глаза и издал мягкий довольный звук.
Начал падать снег, легкий, нежный, словно сама лесная чаще прощалась. Позже, той ночью под звездным небом, Брамбл перестал дышать, без звуков, без борьбы, просто тишина. Доктор Мэндис нашла его на рассвете. Он лежал, свернувшись вокруг детенышей в последний раз. Они были проснувшимися, растерянными, но не плакали, словно уже знали, что приют находится в тихом уголке долины Биттерут, далеко от дорог и толпы, скрытой между двумя грядами ели. Это было место для второго шанса. Когда детенышей привезли, они не спешили выйти из контейнера. Смотрители ждали терпеливо, открыли дверь и посторонились. Старший первым тронулся, он осторожно обнюхал воздух, прежде чем выйти. Оглянулся назад, словно искал кого-то, кто не был там. Младший последовал с опозданием, ушки дрожали от каждого звука. Они оставались вместе, не отходя более чем на несколько шагов друг от друга, не плакали, не играли и еще нет. Было ощущение, что часть их все еще замерла в момент, когда они покинули Брамбла. Доктор Мэндис не поехала с ними, осталась в центре, чтобы принять участие в похоронах Брамбла, скромная и достойная могила на краю леса, рядом с тем местом, где его нашли. Команда поставила лишь большой природный камень, необработанный, такой, на который он мог бы опереться, наблюдая за детенышами в дикой природе. На следующий день она вернулась одна, чтобы положить на камень ветвь сосны. «Мало кто сделал бы то, что ты сделал», — тихо сказала она. «И еще меньше сделали бы это без всяких ожиданий». В приюте детеныши брали время, чтобы привыкнуть. Прошли дни, прежде чем они начали проявлять любопытство, исследовать крайцы вольера, карабкаться по поваленным бревнам, пробовать кору. Смотрители держались в стороне, уважая их ритм. Но каждую ночь, незадолго до захода, оба возвращались на один и тот же угол, тот, что смотрел на запад, где заходило солнце, где они в последний раз видели Брамбла. Это стало их ритуалом, и команда это заметила. Тогда одна тихая женщина по имени Рэйчел поставила в угол круглую камешек, потом еще один, потом третий, тихий дань уважения. К концу недели образовался небольшой курган, ни могила, ни памятник, просто прикосновение памяти. В одну из ночей под полосками оранжевого заката младшая детеныш положила свою лапу на вершину камня, без звука, без рыданий, просто тишина и принятие. В ту ночь они впервые поиграли, не буйно, не надолго, но достаточно, чтобы вспомнить, что значит чувствовать себя в безопасности снова, того самого чувства, которое он им дарил не силой, не властью, а выбором остаться, когда он мог уйти. И именно этот выбор спас их. Весна в том году пришла поздно, снег медлился, чтобы растопиться с хребтов, словно сама гора не хотела отпускать свою утрату. В приюте детеныши выросли, шерсть гуще, глаза ярче. Теперь они быстро бегали, порой неуклюже попадая друг в друга, как дети, переполненные радостью, но всегда возвращались в тот же угол. Курган остался, они не добавляли к нему ничего, не трогали, но иногда они ложились рядом на закате, опустив голову, словно ожидая, что поднимется кто-то вместе со звездами. Никому не сказали, что он ушел, но они всегда знали. В центре дикой природы доктор Мэндис стояла на опушке, где нашли Брамбла. Лес теперь зеленел, птицы пели в ветвях, вдали осторожно проскакивала олень. В кармане ее куртки был потертый конверт, письмо, которое она написала, но так и не отправила. Она вытянула его, прочла последние строки молча и спрятала под тем же камнем, что и раньше. В нем было написано: «Ты напомнил, что такое милосердие не у людей, не в героях, а в тишине, в жертве, в том, чтобы остаться. Ты не рычал, не сражался, ты остался. И благодаря этому они выжили, благодаря этому мы помним тебя». Она стояла там еще какое-то время, дыхание виднелось в прохладном весеннем воздухе, а затем медленно, уверенно вернулась в центр измененная.
В приюте детеныши готовились к заключительному этапу ухода мягкой выпускной программе в пределах охраняемой территории, еще не полная дикая свобода, но следующий шаг — территория, где они могли бы расти, учиться ритмам леса и начать ту жизнь, которую Брамбл так и не успел закончить. Когда настал момент, смотрители открыли воротца контейнера. Ни один из детенышей не колебался, они вышли вместе, остановившись лишь однажды, чтобы оглядеться назад, затем исчезли среди деревьев. Рэйчел стояла, положив руку на створку ворот. «Ты думаешь, они запомнят?» Лиэм, пришедший попрощаться, ответил без колебаний. «Они уже помнят». Прошли месяцы, сменились сезоны, и где-то высоко в горах двое молодых медвежат бродят по хребтам. Они играют, охотятся, растут, но в самые тихие часы незадолго до сумерек они все еще останавливаются и смотрят на запад, на память о тяжелой туше, свернувшейся вокруг них в снегу, и о том тихом, безмолвном любви, что спасла их жизни. Если эта история тронула ваше сердце, не останавливайтесь этой историей с тем, кто верит в тихую силу любви, той, что не требует слов, той, что жертвует собой без аплодисментов, потому что даже в дикой природе сострадание оставляет следы, которые никогда не исчезают.